Доброго времени суток, дорогие друзья. К нам в ремонт приехал Volkswagen Caddy. Ну и хочу поговорить о том, что главная болячка этих автомобилей это тонкий слой ЛКП. То есть даже маленькие камешки от гравия легко разрушают покрытие. Вот реально приехал он нормальным таким. Но маленькие вздутия прям на красочке, видно, что из-под краски лезет рыжик, он живет там, развивается, то есть пришлось точечно все вышкуривать. Сейчас я занимаюсь тем, что расчищаю эти все места в труднодоступных местах коралловым кругом. Вот. И на месте сколов быстро появляется ржавчина, очень быстро. Краска стирается даже на дверных ручках и кнопках. Вот реально под ручками это на различных, на всех кадиках практически, на всех под ручками живет ржавчина, пузыри, вздутия и так дальше. В целом автомобиль отличный. Он станет ценным помощником для тех, кто имеет дело с коммерческими перевозками. Я думаю, в семье тоже будет неплохим помощником и товарищем, да. На нем не стыдно передвигаться по городу и даже приезжать на деловые встречи. Одно, что расстроит будущих владельцев, это холодный салон, и пластик, там скрипучий пластик и плохое качество ЛКП. Вот это самый большой минус, это плохое качество ЛКП. Вот. Многие экземпляры могут оказаться уставшими, если кто будет покупать такие автомобили от частых грузоперевозок. При выборе я не советую следовать принципу, чем свежее авто, тем лучше. Но рекомендую проверять историю автомобиля, конечно же. Так как я занимаюсь перепродажей, то есть я понимаю, что автомобиль в целом востребован, но нужно тщательно смотреть историю, потому что, как правило, эти автомобили в основном на фирмах, на различных грузоперевозках. И что ими возили, как эксплуатировали, это уже нужно проверять конкретно. По максимуму стараемся подрихтоваться, застучать все бугры, вулканчики, отрихтовать различные вмятинки, расшкурить все пузыри видимые и так дальше коралловым кругом. В труднодоступных местах уже будем работать на дрель, одевать, так сказать, ежик, да, такой небольшой. Дальше в ролике вы увидите, чтобы было как можно меньше шпаклевки. Подгоняем все это дело. В дальнейшем все равно мы будем снимать двери, пока они на весу, нам легче их готовить, так как они тяжелые и по боксу их таскать не сильно удобно. В дальнейшем мы их будем снимать и по очередности смотреть снутри все моменты, которые
пошли уже. То бишь, это может быть и даже есть в некоторых местах отслоился герметик заводской, под ним живет ржавчина. Ну и так различные сколы, царапины, ну, тому подобное. Пока они на весу, мы готовим, значит, наружную часть. Как только она будет готова, сразу же мы ее будем снимать. Ну и краситься автомобиль будет, конечно же, подетально. Сначала будет краситься кузов, потом двери, капот, ну, все навесные детали, то есть. Вот работает Влад коралловым кругом. Почему коралловым кругом? А допустим не болгаркой и каким-то зачистным, так как болгаркой оно будет от скорости зализывать металл, и металл накроет ржавчину, то есть оно не видно, но частичками, да. Поэтому работаем на невысоких оборотах коралловым кругом и в труднодоступных местах ежиком на дрельке. Крыло максимально вычистили с обоих сторон. Все, где нужно было убрать ржавчину, всевозможную. И на ночь уже намажем его преобразователем ржавчины. АППшный в нашем случае. Автомобиль приехал, казалось бы, в нормальном состоянии, ну как бы весь ровный, кое-где были сколы и все. А на самом деле пришлось обшкурить все борта, весь капот, вот видно, еще не загрунтовал. Сейчас процесс грунтовки, он тоже сверху над лобовым. Это все сколы, и под сколами, короче, расшкуриваем вот такие, как 5 копеек, зоны. То есть вот, допустим, да, если взять... Были маленькие-маленькие сколы, которые даже не видно было на краске, да. Но когда начали расшкуривать, ну, поняли, что его нужно все сгребать полностью. Вот. И еще плюс, кроме этого, машина хоть и красилась, но почему-то лак лез на всей машине, непонятно почему. Вот. Как бы пришлось вышкуривать весь этот лак, вот, перед тем, как... красить, то есть мы снимали старый лак. Ну, по возможности, по крайней мере, в зонах, где он был отлучивался, будем так говорить. Вот, допустим, борта, то есть, казалось бы, она была ровная, вся нормальная, вот, и в зонах мы расшкуривали все вот эти дефекты, и вот что получилось под грунт сейчас, да. Также вот двери. А с виду они были нормальные, то есть кое-где были там такие сколы и все. Но в итоге оно как бы под краской как бы немножко надувало, там чуть-чуть на блик было видно. И когда расшкуриваешь, там ну, реально живет ржавчина, которую мы вышкурили, протравили химией. Теперь будем его прикрывать эпоксидным грунтом и сверху наполняющим уже перекрывать как бы под грунт, который будет шлифоваться.
Сейчас процесс грунтовки идет. Вот одну сторону слегка напылили, крышу тоже. А вот дверь снутри. Но это тоже мы все будем двери снутри пересматривать. Тоже были царапки, сколы тут повышкуривали. Я сейчас прикрываю грунтом. Здесь мы вышкурили полностью, получается, герметик. Мы свой тут наложим и уже она покрасится. Вот такой процесс. Кузов загрунтовали уже. Теперь остались навесные детали. Вон двери. Снутри и снаружи. Эту снутри мы уже подгрунтовали. Теперь она подсохла. Мы ее разворачиваем, обклеиваем все стекла и грунтуем снаружи. Вот капот. Только что залил. Так, это немножко раньше я грунтовал уже. Подсохло. Вот эта часть, которая была здесь, очень печальная. То есть мы тут вышкуривали, кто-то варился здесь. Мы все вышкурили до металла. Все, что требовалось. Прикрыли грунтом. Подшпаклевались. И сейчас снова я загрунтовал. Здесь мы тоже только зонами подгрунтовались. Именно те зоны, которые готовились. То есть сколы. Все остальное замонтируется и будем красить. Также и здесь. Только зону мы подгрунтовали. Именно ту, что вышкуривали. Так, ну что, погнали дальше. Сейчас подсыхает автомобиль. Немножко его отгоняем. И грунтуем все остальные детали, которые у нас остались. Крылья и двери.